Всем привет, ребята! Как у вас дела? Почитал я ваши комментарии. Вы просили, чтобы мы не беспокоили ребят, не трогали их, потому что идет подготовка. Я вас услышал. Но я попросил тренера уделить нам минут 15, пообщаться, поговорить про групповую стадию, по предстоящей игре с G2. Ну, обо всем. Так что пойду я зайду, куда стану, позову его, и мы пообщаемся. Че, братюня, рассказывай, давай. Как у вас дела вообще? Давай, значит, поговорим про групповую стадию. Что прошло уже время, мы можем хладнокровно пообщаться. Вот групповую стадию, про игру с Heroic и предстоящей игре с G2. Так, Первая. про нас, да? Да, про нас. Окей. Мы сыграли ее хорошо, первую игру. Во второй игре мы играли Снип. да, но уже чувствовалась какая-то, болела голова этот день и все. И у нас через день была игра с Heroic. И Heroic мы понимаем, что они играют необычно, что они хорошо готовятся к матчам, любят как-то, грубо говоря, в каких-то моментах. И мы... Где-то стакнуть неожиданно. Да, неожиданности. И, там есть у них какие-то вещи, которые нужно нам обсудить, но в то же время нужно каждый понимать, против какой команды мы играем, и во время игры как-то разобраться. Но мы к этому матчу подошли по новому подходу, мы пробовали. И я могу сказать, что это не лучший опыт был. Вот, но мы подошли свежими, но команда не были собранными. Плюс они хорошо играли. Ну да. Вот. И какой-то матч он получился. И мы проиграли, ничего страшного. Но у нас начинается плей-офф. Да. И тут такой момент есть, то, что команда, которая проходит там с нижней, там борется, она на подъеме, потому что она проходит эту игру насмерть, и она в таком подъеме. Но по факту, что и мы, и что другие команды, все в плей-офф. И, в принципе, один и тот же результат. Просто кто как подошел к этому моменту. То есть там фейзы проиграли, обидный матч, да, и кто-то, наоборот, там с нижней прошел. Поэтому тут команда, в нашем случае, хоть мы проиграли последний матч, нужно понять, что это новый турнир начнется. Для этого есть и 5 дней перерыва, да. И когда мы играли до этого турнира, я считаю, неправильно всегда подходили в этот перерыв. И на этот раз мы хотим по-другому это время проводить, чтобы мы были готовы к арене, были готовы к матчам плей-офф. Ну да, по этой причине я вас не трогаю, никакой да. медиа-активности, я хочу вам просто дать время, да. Ну, в целом, сегодня второй день, еще будет где-то 2 дня, мы будем тренироваться, поедем туда, посмотрим на какой звук там, если зовут. Самое главное, там, готовиться, надо психологически подготовиться и забыть про это поражение героев. Ну да, это такой матч, надо идти вперед и... это командная вот эта вот психология, ее надо проходить, потому что, мы все равно проиграли, но все равно всем обидно. И мы тоже должны учиться перестраиваться, собираться, потому что там новая команда, новый соперник против нас. Бесплатная ставка 2000 рублей всем новым игрокам. В отличие от многих других предложений конкурентов. Получить свою бесплатную ставку 2000 рублей вы можете без дополнительных условий. А если ваш фрибет принес вам выигрыш, вы сразу можете его вывести, обналичить выигрыш. G2, да, у них интересный такой состав, у них новый капитан, Алексей Бей, и снайпер появился. Что ты можешь про них вообще сказать? Они такой игре все что угодно можно. Я здесь не говорю, что кто-то фаворит, не фаворит. И тот, кто передавит ментально по игре, кто жестче будет попадать, кто более сплотится, кто лучше прочитает. Тот, кому будет комфортно играть, тот выиграет матч. Поэтому задачу плей-офф мы прошли. Да, просто подготовиться и на этой арене, прям, чтобы все получили офигенные эмоции. Вот. Офигенно, чтобы все старались на максимум. Потому что, вот это вот, наверное, какое-то, ломание себя для того, чтобы ты понимаешь, что в мире столько команд играют друг с другом, где-то все проигрывают, очень много команд. Сейчас доминирует, в это время Нави. И они меньше всех это чувствуют, что, и они даже в этих играх где-то проигрывали по счету там на третьих картах, но проявляли характер и так далее, но это все благодаря опыту
и какие-то важнейшие игры они побеждают, и так команда набирается вот этой уверенности. Вот. Поэтому я тоже хочу, чтобы у нас эта черта развивалась, потому что она у нас есть, и хочу, чтобы плей-офф таких турниров мы максимально далеко заходили, и каждый уже поверил, что на этом турнире можно победить, и это нам по силам. Да. Вот. И все это вот, каждый, кто там смотрит, это должны понимать, что это... Да, у нас страшный состав. Да, у нас хороший состав. Дикий вообще. Да, и Женек пришел к нам, чтобы мы к этим целям шли. Остальное все... Не могу сказать, что мы там самоуверенные, или там, наоборот, мы там зажали, сейчас, проиграли перед... Просто сейчас такое переработка, дней идут, чтобы время прошло. И когда вот такие периоды происходят, это командный спорт, и когда, грубо говоря, когда официалка за официалкой побеждаешь, ты на разгоне. А когда идет пауза, это уже ты теряешь какие-то ощущения друг с другом, и мы над этим работаем, чтобы мы... Всегда были в фокусе. Да. Где-то это все, есть фактор свежесть, там подготовка к матчу. Ну, просто мы где-то тоже долго вместе тут находимся, это все нужно подойти, вот каждый должен подойти к этому плей-офф. Ну, я могу сказать, ну, это лучшая арена вроде, самая большая арена в КС. Мы ни разу не играли? Мы ни разу не играли на такой арене, и я думаю, что каждый, сидя пока тут, еще не понимает. Может быть, когда будем проверять там звук этот, может, увидим арену, или когда выйдем. И главное, чтобы каждый почувствовал себя в своей тарелке. Для меня это важно. Да, самое главное. Вот. А то, что там люди и так далее, хоть ты на базаре в компьютерном клубе играешь, хоть на сцене, это Counter-Strike, он везде один. Да. Это нужно в голове понимать. Знаешь, что еще интересно? Я вот так сидел дома. Европы сейчас нехватка кадров, именно снайперов. Я вот так посмотрел, вот в СНГ у нас есть Джейм, Simple, Шира, Декстер. Сейчас у G2 появился Моноси, да, это очень много снайперов. Вот у Европы G2 были проблемы в прошлом году, не могли найти снайпера, взяли вот Моноси. У австралийцев сейчас проблема со снайпером. Я вроде бы слышал, что кикнули Лаки, взяли Фарлига. Да. У Фнатика, да. У Фнатиков кикнули Смую. Почему? Тоже, да. Тоже снайпер. Мне кажется, потому что, во-первых, Simple играет с Авиком. Он давно на сцене, он самый медийный. Ну почему именно в СНГ крутые просто снайперы? Первое, Simple, да, много хотят быть как снайпер, хайлайты со снайперкой. Дальше, потом, следующий человек, это Жека. Жека свой стиль, и от него, на него смотрят, и какую-то основу по его играм можно поставить снайперскую. Ну и в целом, наверное, просто развитие СНГ сцены тут решает то, что СНГ самые талантливые сейчас КС-кадры в мире. Даже смотри, у Vitality, это хорошая команда. У них Зайву, снайпер, да? Вот у него игра не пошла, и они вылетели. А ты даже вот так, я тебе скажу, хорошо, Зайву, да, он реально лучший снайпер в мире, один из Европы, да, англоязычный. А кто второй? Лучший гол никто не приходит даже, жесткого чела нету. Раньше был Кенез, Гвардиан, GV, а сейчас нету, да. Сейчас, если говорить снайпера, только про СНГ. Даже, Европа уже понимает, взяли вот Моноси, да, и вот. Я все равно считаю, что это, потому что у нас СНГ, все говорят на одном языке, там, сколько, 300-400 миллионов, это как одна страна, можно сказать, КС. И мы на одном языке говорим, мы смотрим материалы на одном языке, мы смотрим влоги там команд, там развитие идет. И школа КС, наверное, передача информации, академии у нас много, возможностей много, поэтому все равняются на крутых снайперов. Да, даже рифлы у нас очень жесткие. Да. Вот, поэтому... все в топе в основном. Ну да. Вот. И вот кто... Все СНГ команды прошли, Комбит хорошо сыграли, Нави крутой матч с Facebook. Да, вообще круто. И я только рад этому, на самом деле. У нас очень сильный регион, поэтому... Да, вот Европа с СНГ будет играть. Кстати, сегодня или завтра... сегодня уже начинается это EU РМР отборочные. Да, вообще, мне кажется, сегодня мы говорили, это самое... Мы раньше всегда говорили жесткие квалы, но это самая жесткая квала, которая когда-нибудь была. Open Qualifier. Да. Потому что СНГ и Европа вместе. Там замес вообще лед. Да, жесткий вообще замес. И Best of 1 в начале. Там уже полевой сенсации, кто-то кому-то проигрывает. Кто для тебя фаворит?
Ну, кто должен по-любому пройти? Я даже не знаю. Если Да. честно. Потому что это был один. Сейчас, Страшно, да, вообще? да. Сейчас, на самом деле, КС очень сильно. Вообще конкуренция атомная. Атомная, да. Поэтому в деталях надо быть сильным. Я очень жду этот плей-офф. Я сам даже не могу представить, сколько людей, что будет. Да. И мы в прошлый раз играли там Кёльн плей-офф, но все это было в Студии? студии, да. А вот именно сейчас вроде объявили, что ESL Pro Лига будет на лане, и Антверпен на лане, и уже потихоньку КС возвращается, ну, на лан игру, потому что сейчас уже почти онлайн чемпионатов нет. И тут такой момент есть, что игроки все должны привыкнуть к образу жизни такому, потому что надо привыкать. Ну, мы реально как космонавты. Кажется, что да, красивая жизнь, но это тоже, вы там, кто-то пишет ему в директ, он играет там, и это надо привыкать, там, играешь матч, там, выиграл, проиграл, надо снова собираться, снова готовиться к матчу, выспаться надо. Потом ты едешь там в другой город, потом оттуда снова в новый город. И к этому, это надо любить и надо привыкать к этому. И понимать, что такое образ жизни. Вот это, наверное, заново мы как команда должны в таких путешествиях показывать выносливость и силу. Хороший. Ну, все, что я хотел я узнать. Последние слова. Последние игры слова. Что хотел бы передать нашим фанатам? Последние слова. Как будто я вообще щелкнуть хочу. Будем стараться делать максимум, стараться удивлять, стараться просто ебать на максимум. Все, что в наших силах сделать, чтобы мы были готовы к плей-офф. Так что следите, болейте. Мы постараемся подписывайтесь. сделать все. И подписывайтесь, скажи. Да, а то у нас душевные комментарии, но так мало подписчиков. Нормально. Работаем. Каждый день по 200 человек добавляется. Да? Да. Окей. Все, спасибо тебе. Можешь все заходить. Все, давай, малыш. Давай, петличку отдай.